Здравствуйте, меня зовут Наталья, по отцу Владимировна, фамилия моя Дивнич. Родилась я в городе Горловка, Донецкая область. Родилась в Советском Союзе. Это было очень давно. Город красивый, с миллионами роз, фонтанов, абрикос и очень вкусным мороженым эскимо. Вот. Училась я в училище, закончила курсы портной, потом закончила курсы электромехаников по лифтам. И еще заканчивала курс парикмахеров. У меня несколько профессий, поэтому я могу работать в любой сфере. И торговля тоже, торговым агентом работала. Сюда приехала по причине того, что у нас, к сожалению, в Украине война идет, и военные действия начались в городе в нашем, и пришлось срочно сюда уехать, в Россию. Вот так вот я здесь оказалась. В 2014 году, 27 августа, я приехала в Россию по причине того, что у нас в Горловке начались военные действия, и там оставаться было небезопасно. Мы спасали свою жизнь, и вот так вот оказались в России. Приехали в Россию, в город Электрогорск. Получилось так, что мы работали с мужем электромеханиками по лифтам, и вот просто взяли карту, и так как мы электромеханики, и такое же и название города выбрали, Электрогорск. И просто вот как звезду в небе выбрали и поехали наобум. Приехали на стареньких «Жигулях», и «Жигули» наш сломался сразу же вот возле этого города. И все. И утром, когда мы открыли глаза, мы упали, заснули, обессиленные. И мы начали рассматривать наш новый мир. Там ходили люди, были какие-то магазины, ездили красивые машины. Ну, вот так вот попали, как говорится, из одного мира в другой. И первое, куда мы обратились, это был супермаркет огромный такой вот, стеклянный. Мы туда зашли и начали проситься, чтобы нас взяли куда-то пожить или на работу. И директор нам разрешил жить в этом магазине, дал нам 2 матраса, вот, разрешил нам в подвале там варить еду, потом в туалете мне стирать разрешили. И еще дали возможность в холодильнике, там на 2-м этаже, можно было продукты сложить. Вот это было наше первое жилье. Вот, купались мы, ходили в озеро Стахановское, очень хорошее, мне понравилось, там чайки. Я увидела местных бабуль, таких красивых, в купальниках загорелых. Ну, здесь мир намного, конечно, цивилизованнее, чем у нас там. Вот. И работать мне пришлось, так как я без документов и без денег, выполнять черные работы, так их называли. Это нужно было убирать, мыть, снег убирать, подъезды мыть, в общем, все что угодно, но по моей профессии меня нигде не брали, потому что без паспорта это запрещено. А такие работы, пожалуйста. И я, в принципе, работала много лет без выходных, и на улице очень много, и так вот здоровье немного, конечно, подпортилось. Ну, когда я получила документы, я схватилась за все возможности. И я сейчас вот езжу, здесь курсы в Европе парикмахерские, я доучиваю, потому что не стоит на месте время. Нужно окрашивание учить, стрижки уже новые. Вот, получила права. Я выучилась в том году на водителя. Потом я заканчиваю вот уже модельную школу Верона.
Вот, потому что я очень люблю моделирование, одежду, прически. Я творческий человек. И очень хочется реализовать себя на сцене. Сейчас занялась танцами восточными и латиноамериканскими. Вот. Пробовала себя в медицине. Поработала я 1,5 года. Но мне очень больно видеть больных, поэтому я решила лучше все-таки творить. Хотя людям помочь могу. Я сострадательна, и работать очень сложно, когда это гемодиализ, люди прикованы к этим аппаратам, очень сложно морально. Вот так вот и себе помогла, и немножко и пользу принесла обществу. Вот такая вот у меня новая жизнь. Очень надеюсь на то, что у меня еще все впереди. Вот. Уже я делала фотографии кое-какие. У меня уже есть такие там наметочки. Вот. В Электрогорске называют меня моделью. За красивую походку. Вот так вот. Сейчас я вернулась опять в ЖКО и работаю комплексным работником. Я сейчас убираю улицу и убираю подъезды. Но мне это необходимо для времени, потому что я могу свою работу сделать с утра, а после обеда уже продолжать учиться, ездить куда-то и какие-то проекты делать. Пока меня эта работа держит только потому, что мне нужны деньги. Вот. Другие работы, они меня просто заберут время. Поэтому пока так. Но работа, конечно, это не женская. Она меня не устраивает, но она временная. Она мне необходима для того, чтобы я выжила. А жилье мне пришлось оформлять ипотеку, потому что мне в администрации отказали и сказали, даже не мечтайте. Но за те работы, которые я выполняла, мне было положено хотя бы общежитие. Но почему-то в городе не оказалось такого жилья. И я устроилась в таком случае тогда в больницу и в ЖЭКе. И мне приходилось совмещать 2 работы, чтобы получить необходимую зарплату. Потому что ипотеку дают, там минимально должно быть 40 тысяч зарплаты. А у меня 20. И вот таким вот образом, бегая с одной работы на вторую, вот так вот туда-сюда, вот 1,5 года мне все-таки одобрили эту ипотеку, и я купила квартиру. И платить мне теперь до 74 года. Я надеюсь, найду что-то себе достойное. И жилье у меня, слава богу, уже есть. Потому что снимать это без конца тебя вселяют, ты все время это нереально. Съемное жилье соседи не уважают, они постоянно тебя считают, что ты должна убирать в подъездах, машину ставить ты не имеешь права, потому что они там хозяева, то есть ты как бы второсорт. А когда есть жилье, есть у тебя там образование, машина, уже тогда здороваются, как-то там привет, как дела, уже там улыбаются. То есть нужно влиться в такой образ жизни. И, в принципе, здесь у многих так. Это не я там одна. Здесь эту школу все так вот проходят. Кто приезжают, я кого слышала. Сначала закаляются, карабкаются, а потом уже можно и что-то творить. Гражданство получили я и мой муж. Сначала муж, так как он уроженец России, нам очень повезло, нас отсюда поэтому не выселили. И нас спасло вот такое маленькое свидетельство о рождении, еще старенькое, 55-го года он рождения. И вот это свидетельство дало нам право остаться в этой области и здесь делать документы в Подмосковье. Так как он уроженец России, он получил первый паспорт,
А уже следом, так как он гражданин, то уже разрешили делать документы мне. Вот. Возраст у меня будет вот скоро день рождения, 22 ноября, и будет мне уже 50 лет. Вот такая вот я девушка. Сын у меня здесь, и у мужа 3 сына. У нас сводные дети, 4 сыновей, все здесь. Тоже устроились, слава богу, документы, ипотеки, работы. Ну, жизнь налаживается, все хорошо. Дай бог, чтобы закончилось это безобразие там на Украине быстрее. Хочется уже мира. Я мечтаю быть моделью, причем это не то, что там каприз, а это во мне живет уже давно. Если где-то покупаю одежду, то сразу очередь собирается. Если я что-то меряю, все хотят такую же. То есть это у меня в крови. Потом я хочу сниматься где-то в каких-то, может быть, рекламках или еще. Ну, это как вот совместить свои таланты с работой. Это моя такая вот мечта. Хочу еще стать парикмахером-профессионалом, таким уже вот. Ну, мешает, конечно, то, что очень дорого учиться. Очень. Приходится брать кредиты. И вот эти модельные школы, это, конечно, сложно все. Но потихоньку я нахожу фотографов, которые вот меня фотографируют даже просто пока так. А там вот, если я пройду кастинг и начну работать, и мне дадут диплом, то хотелось бы, конечно, уже себя попробовать, ну, хотя бы на потоке где-то в Альберисах там или еще. Потому что мне нужно работать, а чтобы, например, одно занятие получить, 1 час стоит там в районе 3000. Но 1 часа это совсем ничего. Вот. Ну, как не банально, а просто всего лишь вот материально. Желание есть, вот так вот. Ну и, конечно, хотелось бы переехать, может, поближе сюда, что мешает. Ехать далеко. Вот. Ну, это так вот, мечты такие. Нет, возвращаться не планирую. Вот. Так как уже я здесь хочу жить, все. Туда я ездила, а там просто уже это не то место, где я родилась, выросла. Это какой-то ужас. Там жить просто невозможно. Те люди, кто остались, ну, я там высылаю им, помогаю какие-то деньги, одежду, и ну, это ужасно, конечно. И чтобы это восстановить, всю промышленность, всю инфраструктуру, я не знаю. Мне это уже для более молодого поколения, наверное. Я уже не смогу. Мы только дом 2 раза восстанавливали, высылали деньги, его бомбили. Я уже просто не хочу. Понимаете, это бессмысленно, это безумно. Вот. То есть и я стараюсь сейчас даже абстрагироваться. Я уже как родину ее не ощущаю. Детство, да, вот вспоминаю вот эти все моменты, моя родина Советский Союз, а вот это вот безобразие я хочу забыть, как страшный сон. И я пробовала туда приехать, и мне там становилось плохо, даже скорую вызывают. Я не могу. Не могу.